Господа, у нас в гостях уже была рысь, обыкновенная, горячая испанская красотка, пиренейская рысь и бобкэт, то есть рыжая рысь из Америки. Ищите их в плейлисте кошки. Ну а сегодня у нас в гостях северная красавица с огромными лапами. Встречайте канадскую рысь, вид рысей, обитающий в североамериканской тайге, ближайший родственник нашей обыкновенной рыси. Обитает эта киска в лесистых районах Аляски, Канады, а также штатах Монтана, Айдахо, Вашингтон и Колорадо. Наша сегодняшняя гостья в 2 раза меньше обыкновенной рыси. Длина ее тела 86-117 см, высота в холке 60-65, масса 8-14 кг. У рысей в неволе масса может доходить до 20 у обоих полов, ибо покушать рысь очень даже любит. Густой и пышный мех сохраняет ушку кошатинки в тепле и сохранности, защищая от суровых морозов. Окрас шубки серовато-бурый, летом рыжеющий, по основному фону рассыпаны белые отметины, которые создают впечатление припорошенности снегом. Встречается необычайно светлый, так называемый голубой окрас. А знаете, зачем канадской рыси такие огромные лапки? На самом деле ответ очень простой. Приспособленные к холодному климату и снегу, лапы-снегоступы у канадской рыси работают как снежные ботинки. Длинные конечности и впечатляющие огромные лапы очень помогают в передвижении по снежному покрову североамериканской тайги. Ее гигантские лапти помогают бегать по рыхлому снегу, как по велотреку. Так что ни у вас, ни у меня, ни у местных животинок типа заяц спастись от ярости пушистого берсерка не получится. Предком современной рыси зоологи называют древнюю пещерную рысь. Она населяла территорию современной Восточной Азии, Кавказа, Средиземноморья и другие регионы в Плеоцене. Она, конечно же, была больше и, скорее всего, куда опаснее. Канадская рысь, как и все умные кошки, старается избегать встреч с человеком, хотя часто обитают в непосредственной близости от поселений приматов. Они очень осторожны, однако иногда при отсутствии достаточного количества кормовой базы канадские рыси не прочь поохотиться на домашнюю птицу. Канадская рысь считается невероятным охотником, хватким, сильным, очень пластичным и осторожным. Наши северные красотки питаются преимущественно зайчатиной. Одна взрослая кошечка в среднем съедает в год до 200 лесных длинноухих обитателей. Гармония природы в этом смысле соблюдена, ибо в регионе обитания этих хищников лесные зайцы невероятно быстро плодятся, а рыси регулируют их численность в естественной среде обитания. Зайчатина составляет порядка 80% рациона канадской рыси. Охотится канадская рысь как истинный профессионал. Выдержка котейки покруче, чем у любого снайпера. Идеальный слух позволяет услышать добычу за несколько километров. Животинка готова часами или даже днями выжидать жертву, пока та не оступится и не совершит свою роковую ошибку. Рыси достаточно запасливые кошечки. Если им удалось поймать крупную добычу, кого-то побольше зайца, то они прячут ее в тайник. Тайники с консервами на случай атомной войны делаются с тщательно продуманным закапыванием добычи в землю или выкапыванием норы в снегу, хотя, как правило, консервы там так и остается лежать до прихода падальщиков, ибо такому благородному существу, как кошка, консервы не по душе. Что же касается любви, то канадские рыси, обладая нордическим характером, предпочитают жить в одиночку, за исключением периода, когда природа требует
мечтает обзавестись потомством. После встречи с любимым в богом забытой таежной хижине самочка уходит в зиму одна, а по прошествии 70 дней рожает миру от 1 до 5 котят, которые уже в возрасте 10 месяцев побегут своими широкими лапками искать своих собственных зайцев. Половой зрелости молодые рыси достигают в возрасте от 10 до 23 месяцев. В природных условиях живут до 10-15 лет, а в неволе продолжительность жизни может увеличиваться до 20. Канадские рыси практически не имеют врагов в естественной среде, однако молодые котята очень уязвимы и являются легкой добычей для более крупных хищников, типа медведей, волков и койотов. Ищите ролики про животных американских континентов в одноименном плейлисте. Будущее канадских рысей на данный момент вне опасности, а пока количество зайцев будет стабильным, экономический кризис вряд ли затронет канадских рысей, в отличие от испанских, у которых крольчатину выдают только по талонам, из-за чего горячая красотка стремительно исчезает с лица земли. А как вы думаете, канадская рысь хорошо приручается? Например, как бобкэт? Пишите в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!